Привет, друзья! Когда политики теряют власть, начинается самое интересное. Борьба не за идеи, а за деньги. И мы видим это сейчас в Берлине и Брюсселе. В преддверии окончания полномочий оставшейся части так называемой светофорной коалиции, когда министры уже готовы покинуть свои должности, вновь разгорается дискуссия вокруг так называемого переходного денежного пособия для министров. Союз налогоплательщиков Германии выступает с инициативой пересмотра и изменения этих выплат, которая, как выясняется, предоставляется бывшим министрам очень щедро и, самое главное, за счет налогоплательщиков. Возникает важный вопрос, какие именно финансовые привилегии сохраняются у политика после досрочного прекращения работы правительства. Сейчас мы с вами наблюдаем последние публичные выступления министров, например, Анналены Бербак по беженцам из Афганистана или Сирии. Также наблюдаем последние официальные визиты за границу, последние поездки в служебных автомобилях. Все это выглядит как прощание с властью. Уже в ближайшие дни для подавляющего большинства действующих министров заканчивается их срок службы в составе федерального правительства Германии. Исключение возможно составить только один министр обороны Борис Писториус, о котором я вам несколько видео назад рассказывал, и который по прогнозам может сохранить свою должность и в будущем составе правительства, уже в рамках черно-красной коалиции во главе с предполагаемым новым канцлером Фридрихом Мерцем. Однако, чтобы вы понимали, реальные шансы на продолжение политической карьеры в федеральном правительстве сохраняются только у троих политиков от СДПГ. Министр труда Хубертуса Хайля, министр строительства Клары Гейтс и министра по вопросам развития Свени Шульца. Но если их не пригласят в новый кабинет министров, им, как и впрочем остальным, обеспечена мягкая посадка, то есть финансовая компенсация положена по закону. Здесь речь идет о том самом переходном денежном пособии, которое предоставляется всем уходящим министрам, например, от СДПГ или Зеленых. Согласно действующим правилам, любой человек, потерявший пост федерального министра, имеет право получать это пособие, внимание, до 2 лет. Это право возникает уже с первого дня нахождения в должности. За каждый месяц работы министр получает по месяцу выплат после ухода с поста. Причем сумма выплат соответствует той зарплате, которую министр получал ежемесячно во время исполнения своих обязанностей. Как вам такие вознаграждения? Пишите в комментариях. В настоящее время федеральные министры зарабатывают около 18 тысяч евро в месяц. По закону в течение первых 3 месяцев после ухода с должности им полагается полная сумма. В последующие месяцы половина от этой суммы. Деньги выплачиваются ежемесячно, заранее, то есть авансом. Таким образом, министры, проработавшие в должности более 2 лет, получат максимальную сумму в размере примерно 243 тысячи евро. Однако на практике сумма может быть и меньше. Все дело в том, что начиная со 2-го месяца выплаты начинают вычитаться, если у бывшего министра появляются частные доходы, например, с новой работы. То есть, если экс-министр устроился куда-либо работать и получает зарплату, сумма уменьшится пропорционально. Понятно? Тем не менее, Союз налогоплательщиков Германии настаивает на более серьезной реформе этого механизма. Президент организации Райнер Хольцнаген в интервью заявил, цитата: «Переходное пособие для министров следует ограничить максимум 12 месяцами. Все, что сверх, является несправедливым». По словам Хольцнагена, эта поддержка должна служить временным мостом между уходом с государственной должности и началом новой профессиональной деятельности, но не превращаться в долгосрочное содержание за счет граждан. Он также добавил, что в будущем должны быть введены более жесткие правила, особенно в случаях, когда министры уходят по собственному желанию. В таких ситуациях, по мнению Союза налогоплательщиков Германии, переходное пособие не должно выплачиваться вовсе. Хольцнаген поясняет, если человек сам решает подать в отставку, он не должен получать никакие государственные выплаты. В качестве примера он приводит ситуацию с обычным работником. Если кто-то сам увольняется с работы, агентство по трудоустройству налагает санкцию в виде временного лишения права на получение пособия по безработице. Почему же тогда для членов правительства должны действовать особые условия, задается вопросом Хольцнаген. В свою очередь, альтернатива для Германии также поддерживает ограничение выходных пособий для министров, которые увольняются. В немецком обществе все громче звучат голоса тех, кто требует равенства перед законом, прозрачности и честности, особенно в вопросах, которые касаются государственных расходов. И эта реформа переходного пособия, возможно, станет одним из первых серьезных шагов нового правительства, как только оно будет сформировано.
Администрация Бундестага подозревает, что партия «Альтернатива для Германии» АДГ в ходе избирательной кампании получила более 2 миллионов евро незаконным способом, хотя сама партия это отрицает. Она не исключает возможности, что проверка может завершиться не в ее пользу. Именно по этой причине на всякий случай «Альтернатива для Германии» решила заранее перевести спорную сумму. В условиях скандала, который продолжается вокруг пожертвований, партия предусмотрительно перевела миллионную сумму в распоряжение Бундестага. Так АДГ надеется избежать намного более высокой штрафной выплаты, которая может последовать по итогам расследования. Как подтвердили в самой партии, так и представители в бундестагской администрации, речь идет о 2 миллионах 350 тысяч евро, которые были перечислены для хранения. Суть скандала кроется в том, что во время предвыборной кампании партия «Альтернатива для Германии» получила плакатную рекламную кампанию на аналогичную сумму, предположительно в виде пожертвования от бывшего австрийского политика из правой австрийской партии «Свободы» Герхарда Динклера. Однако, как уточняет администрация Бундестага в ответ на журналистский запрос, цитата: «В настоящий момент администрация исходит из того, что это пожертвование попадает под категорию недопустимого пожертвования по закону о партиях, то есть было осуществлено через подставное лицо или через цепочку посредников. В немецком законе о партиях прямо запрещены так называемые пожертвования через подставных лиц. Это те случаи, когда реальный источник денег намеренно скрывается, и в таких ситуациях сумма должна незамедлительно передаваться в распоряжение администрации Бундестага». Интересно, что сигнал о подозрении пришел в администрацию Бундестага из-за рубежа, из финансовой разведки Австрии. Поводом стало подозрение в отмывании денег. В ходе проверки выяснилось, что Динклер незадолго до начала скандальной плакатной кампании получил крупный перевод от миллиардера, который занимается недвижимостью, Хеннинга Конли. Последний родом из Дуйсбурга, но ныне проживает в Швейцарии и, как отмечает администрация, давно известен как финансовый сторонник партии «Альтернатива для Германии». Такая информация уже содержится в официальных делах Бундестага. Сама партия «Альтернатива для Германии», несмотря на все это, продолжает настоятельно оспаривать такую интерпретацию. «Мы по-прежнему убеждены, что это не было пожертвованием через подставное лицо», заявил Карстен Хютер, федеральный казначей партии. Он подчеркнул, что окончательные выводы пока еще не сделаны и проверка продолжается. Только для того, чтобы мы не оказались вынуждены платить двойной или тройной штраф, если вдруг появятся факты не в нашу пользу, мы решили временно разместить сумму в размере 2 миллиона 350 тысяч евро на счете администрации Бундестага, объяснил Хютер. Одним из самых острых и болезненных вопросов в дебатах о мире для Украины – это, возможно, территориальные уступки в пользу России. Президент Украины Владимир Зеленский твердо настаивает на том, что украинские земли должны быть возвращены исключительно дипломатическим путем. В частности, он считает, что военное возвращение Крыма невозможно. Как сообщает издание Kyiv Independent, Зеленский заявил журналистам, что Украина будет готова обсуждать судьбу оккупированных Россией территорий только после полного и безоговорочного прекращения огня. Он особенно подчеркнул, что речь в первую очередь идет о Крымском полуострове. По его словам, цитата: «Полный, безусловный режим прекращения огня откроет возможность говорить обо всем». При этом официальное признание оккупированных регионов как части российской территории для Зеленского абсолютно неприемлемо. Он обратился к союзникам Украины с призывом усилить дипломатическое давление на Москву, чтобы заставить Кремль отказаться от незаконной оккупации. Цитата: «У мира есть санкции, возможности, экономическое давление, дипломатическое давление. Все это инструменты, чтобы говорить и обсуждать территориальные вопросы», подчеркнул украинский лидер. Зеленский также согласился с президентом США Дональдом Трампом в том, что у Украины на данный момент недостаточно вооружения, чтобы силой вернуть Крым. По его словам, попытка военного освобождения полуострова не представляется реальной. Это заявление прозвучало на фоне сообщений из Вашингтона, где США дали понять, что могут рассмотреть возможность признания Крыма частью России, что вызывает категорическое неприятие со стороны Киева. Тем временем обсуждается и другой сценарий – временный отказ от части территории ради мира. Возможность того, что Россия добровольно вернет оккупированные земли при действующем режиме Владимира Путина, выглядит крайне маловероятной. Однако украинская сторона может быть вынуждена пойти на болезненные компромиссы, чтобы остановить войну. В материале New York Times, где рассматривается один из планов по завершению конфликта, не упоминается, что Украина должна обязательно вернуть абсолютно все захваченное Россией.
Еще в прошлом году, выступая в украинском парламенте, Зеленский говорил, что, возможно, стране придется пережить кого-то в Москве, чтобы достичь своих целей и восстановить государственные границы. В свою очередь, мэр Киева Виталий Кличко в интервью BBC отметил, цитата, «Одним из возможных сценариев является отказ от территорий. Это несправедливо, но ради мира, пусть и временного, это, возможно, будет решением временным». Однако он также подчеркнул, что украинский народ никогда не смирится с оккупацией и не примет присутствие России на своей земле как должное. А теперь расскажите, что вы думаете, заслуживают ли министры золотых парашютов, или пора сказать этим министрам «хватит» и ввести настоящую справедливость наравне с народом. Подпишитесь и спасибо за просмотр.